Я рада, что вы у меня на канале Клубок Желаний. Сегодня будем вязать вот такие замечательные варежки с клином для пальца. Вязать будем из пряжи китайской пух-норки. Обзор на эту пряжу я делала, ссылочку вам оставлю. На сайте у производителя указано разный цвет этой пряжи и разный метраж. Вот, например, вот этот 4-й цвет 315 метров в 50 граммах. Вот этот 211 цвет 310 метров. 604 цвет 340 метров и 804 цвет 340 метров в 50 граммах. Но на сайте у производителя указана одна и та же толщина нити, и зная толщину нити, мы можем определить расчетную длину нити, и расчетная длина получается 350 метров в 50 граммах. Вязать я буду из 2 ниточек основных и добавлять всего лишь одну дополнительную нить. Видео будет разделено на 2 части. В первой части видео снимем мерки, сделаем необходимые расчеты, запишем их на схему, и я объясню основные принципы провязывания варежки. Вторую часть видео я сделала в виде порядного мастер-класса. Буду вязать варежку вместе с вами на основании сделанных ранее расчетов и буду объяснять каждый ряд. Резинку варежки буду вязать на чулочных спицах номер 3, а основную варежку я буду вязать на круговых спицах 3,25. В работе пряжа мне понравилась. Вот эта варежка еще не постирана, но на ней уже виден пушок. А вот эту варежку я уже постирала, и она стала гораздо пушистей и гораздо мягче. Вот такие замечательные варежки у нас получились, и давайте вязать вместе. Для начала работы мне необходимо снять мерки. Вот основные мерки, которые я снимаю. Это обхват ладони, у меня составляет 18 сантиметров. Измеряю я вот в самом широком месте ладони, где находятся косточки. Беру сантиметр и вот так обвиваю им ладонь. Необходимо измерить точно, но не затягивать. Дальше мне нужна длина ладони от запястья до конца большого пальца. Я измеряю вот от этого места на запястье и до конца большого пальца. Длина ладони у меня составляет 18,5 сантиметров. Измеряю обхват большого пальца. Он у меня составляет 6 сантиметров. А длина большого пальца у меня 6,5 сантиметров. Длину пальца я измеряю вот таким образом. Вот здесь такая ямочка. Я провожу визуально черточку до кости. И измеряю длину пальца вот от этой метки до конца пальца. И последний размер, который мне нужен, это длина от того места, где у нас будет сделана прорезь под пальчик, до запястья. Прорезь под пальчик у нас будет сделана где-то примерно вот в этом месте, поэтому я провожу черточку до середины ладошки, измеряю длину вот отсюда до запястья. Больше никаких размеров я не измеряю. Я вот здесь записала обхват моего запястья 15 сантиметров, но этот размер нигде в расчетах не будет учтен. Далее мне необходимо определить плотность моего вязания. Я вяжу образец на тех же спицах, на которых буду вязать изделие, стираю его и измеряю плотность вязания в петлях и в рядах. Для этого я выбираю петельки, чтобы у меня не попали кромочные. Вот здесь я выбрала 16 петель у меня. И эти 16 петель у меня занимают 7,8 сантиметра. Для определения плотности мне надо 16 петель поделить на 7,8 сантиметра. И я получаю вот такое значение.
Очень важно записать его правильно. Если вы напишете 2 целых петли, то дальнейший ваш расчет может оказаться неверным. Я всегда беру 2 знака после запятой и запишу плотность моего вязания 2,5 петли в 1 сантиметре. Также я измеряю плотность в рядах. Для этого я беру линеечку. Вот здесь у меня 4 сантиметра. И в эти 4 сантиметра у меня помещается 12 рядов. 12 я делю на 4, получаю 3 ряда в 1 сантиметре. И вот я записала свои значения плотности. Для начала нам необходимо определить, сколько петелек нам нужно набрать на резинку. Для этого возьмем основной размер, обхват ладони 18 сантиметров, умножим его на плотность вязания 2,5 петель в сантиметре и получим 36,9 петель. Это значение мне нужно округлить до целых, но так, чтобы оно делилось на 2. Если бы я вязала варежку лицевой гладью с ладони и с оборота, я бы взяла 36 петель, и это значение ровно делится на 2. 18 петель я бы распределила на ладонь, и 18 петель у меня ушло бы на обратную сторону варежки. Но так как я выбрала рисунок сложная коса, и этот рисунок стягивает полотно, то я добавлю 4 лишних петли. То есть ладонь у меня будет вязаться на 18 петлях, а обратная сторона 18 плюс 4 на 22 петлях. Поэтому я решила вязать резиночку на 38 петлях, а затем распределить их на 18 на ладонь, 20 на тыльную сторону, где у нас рисунок, а недостающих 2 петельки я добавлю вот здесь в первом перекрестии. Схематически я нарисовала нашу варежку, куда буду записывать все наши расчеты. Это у нас ладонь, а это у нас тыльная сторона, где мы будем вывязывать рисунок. И я записываю, что резинка у меня будет вязаться 18 петелек на лице и 20 петелек с обратной стороны. По одной петельке я добавлю в первом перекрестии, и у меня получится 22 петли. И резиночку я свяжу 5 сантиметров. Далее мне необходимо определить, сколько петелек у меня будет на пальчике. Зная обхват моего пальца 6 сантиметров, я умножаю его на плотность моего вязания 2,5 петли в сантиметре, получаю 12,3 петли. Но это значение мне нужно округлить до целых. И у меня, когда я вяжу вот такое маленькое изделие, почему-то всегда получается вязание более плотное. И я боюсь, что этот пальчик может оказаться тесноват, поэтому я добавлю 1 лишнюю петельку. И на пальчик я возьму 14 петель. И давайте рассмотрим, как у нас вяжется варежка. «18 провязанных петель на ладони нам необходимо поделить на 2 части. Одна часть уходит на пальчик целиком, а ко второй части делаются прибавки. Таким образом у нас ладошка расширяется». И вот смотрите, все вот эти петельки, которые у нас будут выделены для пальчика, у нас 2 петельки будут перенесены вот сюда, потому что наша рука, палец вот не так находится, а все-таки смещен. И для того, чтобы у нас вот здесь ничего не тянуло, петельки с пальчика, 2 петельки, я перенесу вот сюда, на торец руки. Вот сюда будут 2 петельки перенесены. Дальше здесь будут набраны 2 петли, замкнем в круг и продолжим дальше вязать вверх. А вот здесь мы наберем 5 петелек, и они пойдут вот сюда вверх в пальчик.
И мы будем вязать пальчик уже на 14 петлях. Схематически я нарисовала палец в разрезе. То есть вот все вот эти петельки, которые у нас будут выделены на пальчик, у нас уйдут 2 петельки вот на эту сторону перейдут, вот сюда. 5 петелек у нас будет поднято вот с этой стороны в пальчик, 5 петелек. И мы знаем, что когда мы вывяжем пальчик, он у нас будет составлять 14 петелек. Зная эти размеры, мы можем определить, сколько же нужно петель нам оставить вот здесь для вывязывания пальца. Для этого мы 14 петель, которые у нас на пальце, отнимаем 5 петель, которые мы наберем вот здесь вот к пальчику, и прибавим 2 петельки, которые перенесем вот отсюда вот на боковую сторону ладошки. И мы получим 11 петель. То есть мы должны оставить для пальца 11 петель, чтобы вывязывать клин. А вот здесь у нас останется 7 петель. То есть 18 петель у нас было, минус 11, получается 7 петелек. Таким образом мы определили, что 18 петель мы поделим на две части. 11 петель на пальчик пойдут, 2 петельки у нас уйдут вот сюда на бок варежки, 5 петелек мы добавим к пальчику, и у нас здесь получится 14 петель. А вот этих 7 оставшихся петель мы будем делать прибавки для увеличения ладони до тех пор, пока мы не получим 18 петель с учетом вот 2 петелек, когда мы будем замыкать в круг. Зная эти данные, мы можем вычислить, сколько же нам необходимо добавить петель. Для этого мы 18 петель, которые будут у нас вот здесь вот на ладошке, минус 2 петли вот этих, которые мы прибавим для замыкания в круг, и отнимем 7 петель вот этих, которые мы высчитали, что они у нас останутся после вывязывания пальчика. И мы получим 9 прибавок. То есть вот здесь мы сделаем 9 прибавок через ряд. Вот здесь будут прибавки, 9 прибавок через ряд. То есть было 7 петелек, мы сделали 9 прибавок через ряд, добавили здесь 2 петельки и получаем 18 петелек. И продолжаем вязать дальше. Провязав 9 прибавок через ряд, я провяжу 18 рядов. Зная мою плотность вязания в рядах, 18 рядов умножаю на 3 ряда в сантиметре, у меня получится, что я провяжу 6 сантиметров. Но мы помним, что я измеряла размер, который нам необходимо провязать до вот дырочки на пальце, и он у меня был 6,5 сантиметров. То есть у меня не хватает буквально полсантиметра. Чтобы набрать недостающие полсантиметра, мне необходимо провязать без прибавок. Вот в этом месте достаточно провязать 1-2 ряда. Но я решила, что провяжу 3 ряда без прибавок. С 4-го ряда начну делать прибавки. И дальше у меня здесь получится 18 петель. И на 18 петлях я буду вязать вот до того момента, пока нам не нужно будет закрывать мысик у варежки. Дальше я перехожу к расчету обратной стороны варежки. Мы решили, что резинку мы вот здесь вяжем на 20 петлях. По одной петельке мы добавляем в первом перекрестии, у нас получится 22 петельки. Вот в этом месте, когда мы добавим 2 петельки с пальчика, у нас уже получится 24 петельки. И мы будем вязать далее на 24 петлях. На схемке я пометила. Наберем сначала вот здесь 2 петельки, получится 22, а потом
когда мы добавим вот эти 2 петельки от пальчика, у нас получится 24 петельки. Но обратите внимание, наша рука вот в этом месте самая широкая, а затем у нас получается заужение к пальцам. Я решила сделать убавки, чтобы варежка стала вот так вот заужаться. Как же определить, сколько убавок мне нужно сделать? К тому моменту, как мы подойдем к убавлению на мыске, нам нужно, чтобы с этой стороны было столько же петелек, сколько и на ладони. На ладони у нас 18 петель, значит и здесь нам нужно, чтобы было 18 петель. У нас было 24 петли минус 18 петель, которые нам нужны для убавления мыска, получается 6 петель. То есть 6 петель мне нужно убавить. Убавлять я буду в каждом перекрестии. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот я нанесла эти значения на мою схемку. То есть 6 убавок мне нужно сделать. Для своей варежки я выбрала узор сложная коса, но немножко его изменила. Я решила между двумя перекрестиями добавить 2 петельки, чтобы не было дырочки в этом месте. То есть мой узор будет выглядеть так. Перекрестие будет сделано в каждом 6-м ряду. Сначала я буду вязать 5 рядов лицевыми петлями, потом в 6-м ряду делаю перекрестие 4 на 4 петельки с наклоном влево, провязываю 2 лицевых петельки, следующее перекрестие 4 на 4 также с наклоном влево, провязываю 5 рядов лицевыми петлями и в следующем ряду, в 12-м, делаю перекрестие ровно посередине, но в другую сторону, 4 на 4 петельки с наклоном вправо. Ширина моей косы будет 18 петелек, и я решила добавить с двух сторон по 2 лицевых петельки, то есть ширина всего узора будет составлять 22 петли. Мысок варежки буду формировать ленточным методом. Между двух убавок буду провязывать 2 лицевые петельки. Убавки делать буду в каждом ряду по 7 убавок с каждой стороны. Затем у меня останется 8 петелек, которые я просто стяну в круг. И убавки буду делать вот таким образом, то есть убавка, которая будет справа, она будет наклонена вправо, а та, которая слева, будет наклонена влево. Теперь мы можем высчитать, сколько же будет у нас длина вот этого мыска. Зная, что у нас здесь 18 петель с одной стороны и 18 петель с другой стороны, то есть 36 петель, и убавлять мы будем с 4 сторон, мы можем рассчитать длину убавок. То есть 36, 18 с одной и 18 с другой, отнимаем 8 петелек, которые у нас будут стянуты, и делим на 4. 4 убавки. 1, 2, 3, 4. И у нас получается, что у нас вот с каждой стороны будет сделано по 7 убавок. Вот здесь 7, 7 и 7. Зная мою плотность вязания, мы 7 рядов делим на 3 ряда в сантиметре, получим 2,3 сантиметров. Это у нас будет длина мыска. Примерно 2,3 сантиметра. Но мы знаем, что длина моей ладони 18,5 сантиметров. 18,5 сантиметра я отнимаю длину мысочка, получим 16,2 сантиметра. Это означает, что мы до убавок на мыске должны провязать 16,2 сантиметра. А после этого только начать убавку.
Вот я перенесла эти значения. 16,2 сантиметров мы вяжем до убавок, а затем мы делаем убавление мыска 7 убавок в каждом ряду с 4 сторон. Довязала я левую варежку и решила поподробнее остановиться на клине для пальца. Когда мы вяжем левую варежку, то накиды мы делаем с наклоном вправо. И каждый следующий накид у нас находится левее предыдущего. За счет этого петельки для пальца смещаются влево, и мы получаем клин для пальца левой руки. А когда мы вяжем правую варежку, то мы делаем прибавки с наклоном влево. И каждая следующая прибавка у нас правее предыдущей. За счет этого петельки для пальца смещаются вправо, и мы получаем клин для пальца правой руки. Вот такая варежка у нас получилась. Мы набрали 38 петель, провязали резинку 1 на 1 5 сантиметров. Затем 38 петель распределили, 18 петель здесь на ладошке, а 20 петель у нас ушло на обратную сторону варежки. 18 петель мы разделили на две части, 7 петелек у нас пошло на ладонь, где будут делать прибавки, а 11 петель у нас осталось на пальчик. 3 ряда мы вяжем без прибавок, с 4-го ряда мы начинаем делать прибавки через ряд и сделаем мы 9 прибавок. Когда мы вывяжем пальчик вот до этого момента, мы 2 петельки перенесем вот сюда на бок варежки, добавим 2 петли, замкнем вязание в круг, у нас тут получится 18 петель, и начнем вязать варежку на 18 петлях. Вот здесь под пальчиком добавим 5 петелек, и у нас получится 14 петель, и мы вывяжем пальчик. Пальчик я закрыла с 3 сторон, а потом стянула. На обратной стороне у нас было 20 петель. Добавим по одной петельке в первом перекрестии, это будет 6-й ряд у нас, и у нас будет 22 петли. И дальше вяжем рисунок, перекрещивая в каждом 6-м ряду, вот до момента, когда у нас здесь будет добавлено 2 петельки, и у нас получится 24 петли. Затем мы сделаем 6 убавлений в каждом из перекрестий. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь у нас останется 18 петель. То есть 18 петель здесь, 18 петель на ладошке. И мы можем начать делать убавление. Но убавление делаем с того момента, когда длина от запястья до убавок достигнет 16,2 сантиметра. Убавки делаем с 4 сторон, с 2 сторон на ладошке, 2 сторон на тыльной стороне, ленточным способом. Остается у нас здесь 8 петелек, мы стягиваем их, и все, наша варежка готова. Если вам понятны все мои объяснения, можете связать варежки самостоятельно, а тем, кому нужна моя помощь, мы встретимся в следующей части нашего видео, в котором я провяжу варежки вместе с вами, начиная от наборного ряда и заканчиванием закрытия мыска.